Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она говорит о вас за спиной? Что она говорит другим людям о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, что сейчас у вас происходит в жизни? Так. У вас ситуация завершения произошла в любви, когда закончились либо же отношения, либо же это разрыв, развод в семье, разрыв с человеком, которого вы очень сильно любили и боготворили. Это женщина, которая была для вас, наверное, всей вселенной, вашей звездой, вашей музой. И сейчас вот вы уже немножечко так отошли от этой боли, вам уже немного полегче, но было вам еще совсем недавно очень и очень тяжело. Так, вы уже сейчас, знаете, настроены больше на будущее. Вот если еще совсем недавно вы были настроены, жили прошлым, не то чтобы настроены, жили прошлым, да, воспоминаниями какими-то, вот болью, вот перебирали в уме, может быть, как получилось, что получилось, то сейчас вы больше нацелены на будущее. Вам хочется светлого будущего, уже без нее, да, без той вашей любимой женщины. Вам хочется обеспеченного будущего, новой женщины. Хотя вы, конечно, еще злитесь. Вот злитесь, может быть, даже вообще на весь женский род вы злитесь. Потому что вот вы считаете, что вам, наверное, вот все-таки незаслуженно причинила боль женщины. Потому вы вообще злитесь немного на всех. Вы довольно такой сильный мужчина. В любви вы очень такой, знаете, вот нежный, податливый, я бы сказала. Несмотря на свою силу, вы очень такой впечатлительный, ранимый. Вы можете, знаете, вот даже из-за мелочей так распереживаться, что там сердце может разболеться даже. Ну, такой вот вы, очень такой сентиментальный. Может быть, даже когда фильм какой-то трогательный смотрите, вы можете прослезиться. Так. Смотрите, в вашей жизни была женщина, но она продолжает вот в ваших мыслях, ну не то чтобы руководить вами, вот как бы под влиянием ее образа вы все равно еще живете. И вы, знаете, вот вы как-то вот нацеливаетесь на других женщин, но учитывая ее образ. То ли вам хочется быть, чтобы женщина была похожая на вашу бывшую, да, вот внешне я имею в виду. Может быть, вам нравилась в бывшей там, ну какая-то, я не знаю, там ноги, глаза или еще что-то, вот какая-то часть тела, да, и вы вот как-то вот в толпе даже можете выискивать женщин, ну, обращать внимание, это может быть еще подсознательно, вы можете обращать внимание на женщин, которые вот похожи, может быть, такие же глаза красивые, да, такие же ноги, такая же стройная, ну, то есть вот даже подсознательно бывшая, вот ее образ как-то вот, ну, не дает вам покоя еще. Вы знаете, вот женщина эта, она, в общем-то, довольно неплохо вас сдаила. Вот очень неплохо вас сдаила. Она, я бы сказала, вот как липку по максимуму брала с вас. Хотя у некоторых, конечно, из вас еще могла там какая-то заначка остаться. Давайте-ка посмотрим, что же она говорит о вас за спиной, вот своим знакомым каким-то, да. Знаете, вот она говорит, но это она скорее самым близким каким-то знакомым, друзьям, приятелям, да, говорит. Она даже с какой-то вот то ли ностальгией, с сожалением каким-то о вас отзывается. Она вот им рассказывает, как вы любили, может быть, даже некоторым подружкам очень близким, она рассказывает даже вплоть до интимных подробностей. Она рассказывает, как вы решали там, может быть, какие-то проблемы, да, вот, может быть, конкретный случай какой-то рассказывает, как вы могли деньги зарабатывать. Вот она, знаете, вот она до сих пор
когда говорит за вашей спиной, она в каком-то смысле вот как будто хвастается вами, вот какой вы были классный, да, какой вы были такой, в чем-то весельчак, да, какой вы были активный, как вы быстро решали проблемы, да, ну точно, ну такое ощущение, что она вами хвастается. Что она еще говорит? Вот есть у нее, знаете, вот все равно какая-то грусть. Вот она в разговорах иногда говорит, вот да, вот какой вы классный, там такой страстный, такой сякой. И знаете, вот как будто вот хочется сказать, что эх, такого мужика потеряла, да, вот как-то вот приблизительно что-то такое она говорит. Она прекрасно понимает, что она вас уже не вернет, да, она особо, в общем-то, и не пытается вас возвращать. Но какая-то нотка ностальгии есть. Она вот почему-то, знаете, вот самым близким, она описывает вас с лучшей стороны. Она как-то даже, ну, старается не делиться какими-то вот негативными моментами, потому что в негативных моментах она во многих сама виновата. Не будет же она себя выставлять, да, в плохом свете. Знаете, вот она тоже, она ведь думала, что вы будете с ней жить долго. Она вот думала, что получится все совсем по-другому. Не так, как вот получилось. Она не собиралась, в общем-то, расходиться. Она думала, там покутит, погуляет, покружит где-то на стороне, и все. И вы не узнаете, оно нигде не вылезет, да, но, видимо, она плохо маскировалась. Как-то все пошло не так, как она хотела. Какая-то взаимная злость, да, есть, злость есть, но в то же время вот какая-то ностальгия еще у нее осталась. Вот даже спустя годы, да, она вот с какой-то даже, ну, я не знаю, ну, трепетностью, наверное, можно сказать, с восхищением, наверное, вот она иногда отзывается о вас, что вот были такие моменты, когда вот, ну, может быть, какая-то была критическая ситуация, когда вы помогли, да? У каждого это будет своя ситуация. Но вот что-то такое, вот она в кругу подружек своих вспоминает, что вы, ну, чуть ли не подвиг ради нее совершили, да, может быть, кто-то кровь сдал ради нее, может быть, кто-то ее там от бандита спас, там, или еще что-то, ну, то есть, вот какая-то была ситуация в вашей жизни, которая до сих пор ее восхищает, вот именно восхищает, ну, как вот настоящим мужчиной. И она это вспоминает, и вот, знаете, какая-то вот грусть у нее даже есть по этому поводу. Вот все-таки она понимает, что она не права, она понимает в глубине души. Понятно, она этого не скажет никогда. Но вот наедине с самой собой она понимает, кого она упустила. Она понимает, что все, что это конец, что назад уже дороги нет. Тем более, зная ваш характер, она даже особо попыток, я думаю, не будет делать, чтобы помириться, потому что она прекрасно понимает, что либо вы трубку не возьмете, либо прогоните, там дверь не откроете или еще что-то. Ну, то есть, а бегать ни за кем, конечно, она не будет. Но доля такая вот ностальгии есть. То есть она, понимаете, она вот даже удивительно. Вот она вспоминает какие-то вот хорошие моменты о вас. Вот даже с подружками. Ну, может быть, там за бокальчиком чая, да. Может быть, вот она вспоминает, как вам было хорошо в начале, как вы помогали ей, как вы вкладывались в нее. Вот она ностальгирует, да, вот ностальгирует, особенно вот когда так немного и взгрустнется, да, когда и бывает, ну, минуты одиночества какие-то. Вот. Ну и с подружками в разговорах, да, она почему-то, интересно даже, я почему-то думала, что она будет гадости о вас говорить, нет. Она все-таки вот ностальгирует, что такого мужика упустила, да, вот такая вот своего рода ностальгия. Ну что ж, сама виновата, за что боролась, на то и напоролась, да. Поэтому вышло, как вышло. Пусть теперь сама решает все свои финансовые проблемы, вообще все проблемы свои решает, да.
я думаю, найдет, кто ей поможет, а может и не найдет. Бумеранг-то он такой, он-то всегда появится. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!